Всем привет! Это видео о том, как мы летели в Массачусетс на встречу с китами и отметить мое день рождения. Из Тампы мы летели в Бостон около 3 часов. Вот мы уже в Бостоне в аэропорту. Так как у нас забронирован отель и экскурсия на лодочке с китами в городе Глостер, мы планируем добраться туда на общественном транспорте. Сейчас мы направляемся в сторону метро. Это шаттл, который предоставляет аэропорт бесплатно, номер 33. Потом мы пошли в метро, купили билеты. Когда спустились, оказалось, что эти линии как раз сегодня не работают. И нам показали другой путь. И мы на бесплатном троллейбусе доехали до остановки Haymarket. Это знаменитый рынок. Мы туда не заходили, потому что у нас была задача найти вокзал. Вот мы уже видим впереди табличку TD Garden, North Station. Еще раз, шаттл из аэропорта привез нас на станцию метро бесплатно. От станции метро мы перешли дорогу, сели на бесплатный троллейбус, который довез нас до остановки Haymarket. От остановки Haymarket немного пройтись пешком, и вот мы на вокзале, покупаем билеты, $10 Weekend Pass. Перед входом на вокзал я обратила внимание на эту статую. Это буквально летящий хоккеист, который забил свой знаменитый гол 10 мая 1970 года. Пока мы ждали свою электричку, мы решили пойти покушать. Зашли в турецкое кафе, взяли что-то типа шаурмы и кофе. Пока ждали еду, смотрели в окошко на этот город, высокие дома, так интересно. Вот это мы уже прибыли на свою станцию. Сейчас мы сели в двухэтажный вагон на 2 этаже. Окно было мутное, ничего не видно. Но зато на обратном пути я села правильно, окошко было чистое и открывался очень красивый вид на город. Вот мы прибыли на нашу станцию Gloucester Station. Это предпоследняя станция. Мы переживали, но все получилось очень хорошо. Теперь следующий этап нашего квеста – найти наш отель. Вот мы идем по дороге. Шли мы минут 15, и вот наш отель. Он новый, 2025 года, построен в историческом здании, где раньше была книжная лавка, очень близко даунтаун, и все внутри чисто, красиво, хорошо пахнет. Как внутри, я покажу немножко позже. Смотрите дальше. И вот мы буквально перешли через дорогу и увидели макет такого тунца, который весит почти 400 килограмм. Его поймали рыбаки. И еще мы как раз здесь узнали, что в Глостере проходит ежегодная спортивная рыбалка по ловле тунца. И кто выловит самого тяжелого, тот может
выиграть там десятки тысяч долларов. Вечером мы сюда вернулись на ужин, чтобы попробовать их знаменитые огромные лобстеры. Вечером тут, конечно, очень громко, такая атмосфера. Тут я довольная увидела лобстера этого, он очень вкусный, нам понравилось, обалденно. Там еще надо монетку кинуть, как будто бы ты на лодке. Короче, симуляция. Весна, все красиво цветет. Классно гулять по улицам, свежий воздух. Очень хорошо, когда нет дождя, конечно. А вот сейчас мы проходим, это сетки для ловли лобстеров. Их тут очень много. Интересно. Ой, тоже ресторанчик. Интересно. Дождик закончился. Хорошо сейчас. Возле этого ресторана так пахло вкусно копченой рыбой. В итоге мы туда вернулись, покушали суп и рыбу. Было вкусно, но не так, как мы ожидали, честно говоря. Сент-Питерс-Марина. Как видите, мне очень нравится рассматривать эти здания в районе так называемой Новой Англии. Мейн-стрит. Как и обещала, показываю вам наш номер. Нам он понравился. Все было очень хорошо. Интересно, так окна выходят на улицу. Все было бесконтактное, через телефон. Выставляешь все программы. В общем, людей нет, никого нет нигде. Только мы вдвоем с моим мужем. Его выловили в море. Какого-то корабля, который забирал. Лодки, которая называлась Цирка. 10 тонн, 2000 литров. Тонну вот этот якорь весит. Обалдеть. А вот еще второй, смотри. Возможно, это тоже он. Это утро. Мы как раз идем искать завтрак. В этот день в Америке отмечают День матери. И мы решили пойти в Mom's Kitchen. Это такая кафешка возле воды. Мы там позавтракали. $20 на двоих. Поехали на охоту за лобстерами. Такая работа. С утра отправляюсь. Такие огромные. Просто нереальные.
После завтрака пошли попробовать водичку. Конечно, она была очень холодная. Мне подарили розочку в этом кафе, где мы завтракали. В общем, очень приятно. Сейчас идем гулять по набережной. Вот мы дошли до памятника. Этот монумент посвящен всем рыбакам Глостера, которые ушли в море и не вернулись за всю многовековую историю города. Было 5300 человек. Сейчас мы идем в бар, в котором снимали сцены из фильма «Идеальный шторм». Really? 109? I don't think I'm any of us. None of us are living to 109. Вот это реальный бар, который находится на улице Мейн-стрит. Очень вкусное пиво нам, кстати, понравилось. Вот этот корабль, который действительно утонул во время шторма. Кто смотрел фильм «Идеальный шторм», вам должно понравиться. Через дорогу от бара мы увидели рыбацкий магазинчик. Конечно же, мы туда зашли, купили всякие снасти для рыбалки и вот такие вот очки. И вот, наконец-то, пришел момент исполнения моей мечты. Ура! Я уже не могу дождаться. Людей так много собралось. Я уже даже переживать начала, хоть бы мест хватило. Китов было очень много, но немножко вдалеке. Не знаю, как вам это будет видно на камере. Хотелось бы, конечно, немножечко их поближе, но там в конце к нам приплывет один Минки Вейл, и он прям возле нашей лодки будет. Это будет невероятное зрелище. And he always likes to annoy them. First of all, it might be a little oily, and secondly, it might smell really bad. And that's just whale breath. Mickey will left-hand side. Look at him. Без сил, но довольные, возвращаемся на землю. Это было невероятное приключение. Вот это следующее утро, очень рано, в 6 утра, мы идем в парк Стейджфорд. Это место в городе Глостер, куда в 1623 году высадились первые английские поселенцы. Несмотря на то, что вчера моему мужу стало плохо, и я всю ночь проверяла, дышит ли он, мы все-таки с утра нашли в себе силы и встали, чтобы увидеть это прекрасное место.
По истории рыбаки прямо здесь ловили треску, ее солили, сушили и отправляли на продажу опять в Европу, прямо в этом месте. Друзья, заканчиваю видео на этом очень красивом моменте. Если мне удалось передать атмосферу Глостера, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях. Пока-пока.